И всем здравствуйте! Мы находимся на глобальном сервере, и это видео будет для новичков. Ну, либо для тех, кто недавно начал играть и особо еще не разобрался, но хотел бы разобраться. Тема главная, да, основная и единственная здесь будет, это то, как мы собираем команды. Собираем команды на какого-либо противника. В данной игре несколько дисциплин разных есть, да, допустим, битва с боссами, с промежуточными, с финальным. Потом у нас есть подземелье, усиленная сложность подземелья, у нас есть прохождение тех же самых подземелий, но на скорость. Ну и разные событийные тоже у нас здесь происшествия имеются. В том числе у нас появится в обновлении 7 апреля, после 7 апреля у нас еще появятся магические шахматы, я про них видео делал, но здесь речь я буду вести про подземелья. На примере подземельев давайте мы попробуем собрать команду и давайте попробуем понять, почему и как мы кого выбираем. И прежде чем начинать, обязательно учитывайте тот факт, что в игре есть вот такое вот духовное ядро. И это у нас связь со стихией, она прокачивается в течение всего сезона. И она очень сильно влияет на показатели живучести и урона вашей команды. И, соответственно, когда она у нас здесь прокачана в конце сезона, а у нас сейчас конец сезона, то, конечно же, команды у нас гораздо более сильные. Как в плане живучести, так и в плане урона. Поэтому то же самое, да, вот, допустим, той же командой у вас, например, на старте сезона, либо в середине, теми же героями, с теми же настройками, с теми же снаряжением у вас не получится. Потому что, скорее всего, вам либо не хватит урона, либо, что более вероятно, вам не хватит живучести. Это обязательно учитывайте, когда вы с игрой познакомитесь уже поближе, вы поймете, как это работает и насколько она сильно влияет на то, на что способны ваши команды. У нас в подземельях есть множество сложностей. Ну, первые сложности в основном пролетаются быстро, хотя в начале сезона, конечно же, могут вызвать у вас сложности. В конце сезона, когда у вас есть хорошие команды, проблем с обычной сложностью никаких не возникает. Давайте на примере вот этого Ксеноса, князя вампиров, я покажу вам, как собирать команду правильно. В этой игре легко, просто методом перебора, да, не разбираясь в том, что за герои, как они вместе с собой синергируют, какие у них есть взаимосвязи, какие у них особенности, вы не сможете спокойно играть. То есть невозможно здесь методом перебора собрать какую-то хорошую команду. Эта игра не такая простая, да, как может показаться, ведь это мобильная, вроде бы гача, да, тем более донатная. Но здесь прям нужен серьезный подход, чтобы в нее у вас получилось играть хорошо, и вы достигали каких-то хороших результатов. Итак, Ксенос. В первую очередь, что мы делаем всегда, когда мы собираем команду? Мы изучаем особенности противника, потому что, ну, от них, собственно, и зависит, да, кого мы здесь сможем поставить. Да, у нас бывает разная сложность в зависимости от момента в сезоне, да, от прокачки вашей команды, от снаряжения, когда у нас, допустим, запас большой есть по прочности у команды. И там можно, не разбираясь, просто поставить команду с другого вообще противника, без разбора особенностей, без всего. Вы поставите, и она справится без всяких проблем. Это когда у нас есть запас, но до него еще нужно дожить. А до тех пор, пока вы доживете, много всего произойдет и много сложностей возникнет. Поэтому первое правило, да, мы изучаем противника. И давайте мы его изучим. У нас Ксенос, он здесь видим один, цель одна. Здесь вот на этой кнопочке у нас есть информация по нему. Здесь мы ничего не читаем, кроме вот этого вот невосприимчивость к контролю. Но это у нас касается всех боссов, они у нас к контролю невосприимчивы. И мы читаем просто навыки, начинаем прям с пассивного. Когда Ксенос наносит урон очкам когда Ксенос наносит урон очкам здоровья, я так понимаю. Цель дополнительно теряет максимальные очки здоровья, равные 16% от нанесенного урона. Эта часть очков здоровья поглощается Ксеносом. За каждое увеличение максимального очков здоровья Ксеноса на 1%, он получает 1 уровень эффекта поглощения крови. Что это значит? Вообще, вот такое вот плохое описание здесь, ну, встречается довольно-таки редко. В основном все понятно. Но я могу вам сказать, что он просто, когда наносит урон, он будет часть максимальных очков здоровья у нас забирать, можно сказать, блокировать. Не то, что у него здоровье больше становится, но он будет наше максимальное здоровье блокировать. И, соответственно, у нас очков здоровья максимально, даже если мы будем постоянно вылечиваться на полную, там щиты кидать, неважно, у нас их будет становиться все меньше. Допустим, было 100 тысяч на старте боя, он нас раз ударил, 2 ударил, 3 ударил. И у нас их станет, допустим, 70 тысяч. И выше мы уже не поднимем, потому что он их заблокировал. Вот такая вот у него особенность. Вот здесь вот описано, правда, написано не очень доходчивым языком. Также он здесь видим, что каждый уровень повышает скорость перезарядки на 1%, максимум 100 уровней не может быть рассеяно. То есть он еще и будет ускоряться. В каждом бою, у каждого противника у нас есть время цикла. Время цикла — это та периодичность, с которой босс, ну то есть противник, не обязательно босс, противник будет применять свои навыки. Это очень важно. То есть здесь у нас показано, на 6 секунде он будет применять вот этот навык. Получает усиление атаки на 30% и увеличение урона на 30%. На 18 секунд, то есть достаточно много. То есть у него это усиление продлится весь цикл, потому что цикл составляет 18 секунд.
То есть через 18 секунд он вернется опять сюда и снова получит это усиление. Это значит, что оно будет длиться постоянно, если мы не будем накидывать на него запрет усилений, либо не будем их снимать. Потом, это у нас на 6 секунде, на 12 секунде мы изучаем вот этот навык. Атакует одиночную цель и наносит текущему врагу высокий урон умертвением. При нанесении урона по очкам здоровья вызывает дополнительный эффект поглощения. Этот урон игнорирует бессмертие и неуязвимость цели. Он здесь действительно, когда у нас команда слабая, либо когда начало сезона, он действительно здесь наносит такой неплохой урон. Поэтому даже бессмертие нам здесь не поможет. Это тоже нюанс, да, его. Но он такой неважный, я бы сказал, он неважный, потому что обычно на него мы закрываем глаза, он так сильно не влияет. Еще один. Это главный его навык, который он использует через 18 секунд после начала боя. Равномерно распределяет текущие очки здоровья всех врагов. Если при этом эффекте у любой цели происходит переполнение очков здоровья, избыток будет поглощен ксеносом с высоким коэффициентом. После этого все враги получают урон умертвления. В общем, он будет забирать наше здоровье, как я уже и сказал. Итак, мы знаем, когда какой навык он применяет. Самый сильный у него навык вот этот. То есть урон у него очень высокий такой будет. Ну и плюс ко всему он получает усиление. Что это значит? Это значит, что в команде нам, если у нас запаса по силе нету по урону, то есть если мы не сможем его победить до момента, пока он использует вот этот навык, нам придется вот с этим бороться. Значит, мы будем выбирать тех героев, которые либо накладывают запрет усиления, чтобы он этого просто не получил, либо тех героев, того героя точнее, который это снимет. Также желательно ему накладывать штраф к атаке, который снизит еще больше урон, который он будет по нам наносить. Здесь мы видим рекомендуемую точность. Точность в этой игре работает так, что нам всегда ее нужно делать с запасом, если мы хотим сделать что-то наверняка. При этом всегда сохраняется процент, некий процент, который иногда срабатывает гораздо чаще, чем должен, что даже имея там, я не знаю, миллиард точности, хотя это, конечно, мы не соберем столько, но даже если был бы миллиард, все равно остается процент, что наша точность не сработает. И мы, когда точность не срабатывает, тогда мы промахиваемся. И, допустим, запрет усиления вот этот мы не наложим. Либо, например, если мы снимаем вот эти усиления, то мы их не снимем. Навыки мы изучили. Он у нас будет поглощать здоровье. Один раз он будет по нашему танку, который будет вот этим первым, да, здесь поставлен. Он будет наносить высокий урон, но главный у него навык, он бьет по всем. Мы здесь это вот увидели. Написано, что вот эта вот схема, это как он бьет, то есть по всем. Вот тут, в принципе, так и написано. Главный навык у него бьет по всем, бьет больно, и нам нужно снимать усиление. Что мы тогда делаем? Во-первых, вы должны знать, какие герои у вас есть. Давайте посмотрим Ледяной взрыв. Ледяной взрыв у нас доступен был со 2 сезона. Это значит, что вы будете его получать, точнее сможете его получить после того, как пройдете новичковый сезон. Поэтому давайте я не буду рассматривать Ледяной взрыв. Это довольно-таки сильная команда, тем более у меня здесь пробуждение все. Давайте я вам покажу, например, через сбор. Итак, нам нужно делать запрет усилений, либо снимать усиление. Мы можем нажать вот здесь вот фильтр и найти нужное нам свойство. Здесь они, сразу скажу, не прям все, но такие базовые здесь есть. Видим рассеивание усиления. У сбора, у школы сбора и вообще у любого, практически у любой школы, у наших основных школ вот этих всех, кроме поддержки, навыков, которые снимают усиление, нету. Сейчас у нас с 6 сезона начинают добавлять таких героев, которые вроде бы герои школы определенной, да, не поддержки, но у них есть какие-то вспомогательные навыки, которые могут, например, снимать усиление с противника, либо ослабление с наших союзников. Так как этих героев мало и они в основном эксклюзивные, то есть редкие для получения и дорогие, давайте все-таки рассмотрим базовых. И для того, чтобы найти этих героев, да, мы здесь нажали фильтр, он все еще активный. Нам выдают все стихии. Нам нужна к школе сбора. Это у нас свет. Соответственно, мы выбираем связь стихий свет и молния. Это у нас сейчас в сезоне. У вас может быть, в зависимости от сезона, в который вы будете начинать игру, у вас может быть связь стихий другая. Здесь у нас свет молния. Соответственно, он фильтрует еще раз, но только уже выдает только их. И тех, кто снимает усиление. У нас есть Зефи, получается. У нее здесь усиление она снимает с боевого навыка. У нас есть Тамар. Она их снимает с пассивного навыка. Но у Тамар есть еще запрет усилений. Она накладывает его со своего абсолютного навыка. То есть эти все, в принципе, подходят. Здесь у нас есть Стегнум. Так, а где она здесь? Так, получается, она при выходе. Ну она вот этим пассивным навыком, оно шанс маленький, поэтому плохо подходит. Лучше всего, скорее всего, вам, как, допустим, новичкам, подойдет герой либо вот этот, Вольтек, он очень даже неплохой, причем может быть танком. Либо, например, Ирина. У Вольтега здесь есть штраф к атаке, который нам тоже не помешает, но он первого уровня, значит он слабенький, 25%, снижает атаку. У Ирины штраф к атаке, он посерьезнее, ослабляет атаку на 50%, он второго уровня. Но у Ирины она снимает только
одно усиление, видим, да? А босс у нас накладывает 2 усиления, и нам желательно снимать их оба. Также мы можем их не рассеивать, а, например, поставить запрет. Поискать нашего союзника с запретом усилений. Но так как их здесь в этой связи стихий довольно-таки мало, Тамар, да, и скорее всего у вас ее не будет на старте, ее бесплатно не дают, это надо будет ее получать где-то с баннера. Мы тогда это рассматривать не будем. Тогда оставляем рассеивание усиления. И, как я уже сказал, я предлагаю взять Вольтага. Почему? Потому что мы смотрим на его навыки. Он наносит 3 удара молотом в направлении цели, каждый раз нанося урон молнией с вероятностью 50%, плюс 25, то есть 75%, рассеивая по одному усилению за каждый удар. То есть он максимум сможет 3 усиления рассеять. Но может не рассеять ни одного, потому что шанс не 100%. Но 75% довольно-таки все же высокий шанс, поэтому ну хотя бы одно, а может быть и 2, чаще всего 2 он будет снимать. Плюс ко всему штраф к атаке он здесь наложит. Но наложит он его только если у противника не останется усилений. Итак, мы ставим его. Он будет выполнять роль танка, да, и будет выполнять функцию вот этого очищения, то есть снимать усиление. Поэтому мы ему что деваем? Правильно, защиту, очки здоровья и главное точность. Точность с запасом желательно. То есть здесь надо нам 300, допустим, там 20 единиц. У нас есть связь стихий, да, которая нам даст бонус точности еще 50, нам надо его учитывать. Он у нас хоть и танк, но лечение он себе сам не дает. Кроме вот этого щита он себе ничего не дает. Никакого лечения он не получает. Поэтому нам нужно его поддержать. То есть дать кого-то, кто будет лечить нас. Либо давать щиты дополнительные, либо штраф атаки дополнительный, либо все-таки лечение. И давайте на герое тоже простом я приведу вам пример вот такой. Есть у нас отличный герой поддержки Натаниэль. Он у нас дает и щиты, и усиление защиты, и он лечит. Поэтому он подходит отлично. Можете почитать его навыки. Вам в любом случае нужно запоминать навыки, которые есть у героев, тогда вам будет проще ориентироваться. И понимать вообще, что и зачем вы используете. Так как у нас Натаниэль дает щиты, их толщина зависит от просвещенности. Также его лечение, насколько я помню... нет, лечение у него не зависит от просвещенности. Здесь он лечит от максимума очков здоровья. Поэтому мы ему даем просвещенности побольше, чтобы он давал щиты пожирнее. Но на остаток мы ему даем очки здоровья и защиту. Также, если у вас будет ускорение навыков, оно влияет на вот это вот время использования навыков. Чем оно лучше, быстрее, тем, соответственно, лучше. Вообще, нам нужно, чтобы герои попадали в 18 секунд. А у всех героев практически базовое время, вот это вот перезарядки его навыка, оно 20 секунд. Соответственно, нам нужен сет. В каждую команду, практически в 100% случаев, нам нужен вот такой вот сет. Это у нас сет кукольника. Почему мы его всегда и везде используем? Потому что он при использовании владельцем абсолютного навыка, союзники той же стихии, это важное условие, получают 10% готовности абсолютного навыка. Любая цель может получить этот эффект только раз в 15 секунд. То есть, если мы будем его использовать чаще, чем 15 секунд, например, 14 секунд, да, то он первый раз сработает, но потом пойдет отсчет 15 секунд. И если мы снова через 14 секунд его используем, то на второй раз он не сработает, потому что у нас еще не закончится вот этот интервал. Что значит 10% готовности абсолютного навыка? А это те самые 2 секунды. То есть, если у нас здесь 20 секунд, а базовая 20 секунд, у нас здесь 19,7, потому что у нас здесь есть ускорение. Ускорение напрямую влияет вот на этот тайминг. Эти 10 секунд, это и есть 2 секунды, которые нам не хватает. И если у нас есть такой сет, то он будет вот эти 2 секунды давать. И мы сможем успевать в цикл босса 18 секунд. Вот этот вот цикл. Но опять же, учитываем, что он будет действовать только для молний. Как там написано было? Той же стихии. То есть получит эти 2 секунды он и все, кто молнии. То есть, например, Вольтаг. При этом, если мы здесь будем ставить, как я уже сказал, сбор к ним в команду, который будет наносить урон, то они эти 2 секунды не получат. Но у сбора изначально время такое, что они и так успевают 18 секунд. Плюс ко всему, допустим, Ларентиль, он дает ускорение еще больше на 25%. Ну, с помощью специфики, допустим, школы сбор. Как мы подбираем школу сбора? Здесь у меня есть уже герой, по-моему, 2-го сезона. Это у нас Глэдис. При этом все остальные, те, которые здесь указаны, вот эти вот легендарные, они появляются в игре, начиная с 1-го сезона. Как мы их выбираем? Вам нужно понимать, кто что делает. Урон у нас здесь наносит вот этот Филда. Телендор, это у нас эксклюзивный герой. Гладис тоже наносит, но косвенно. Она больше герой поддержки для сбора. И Хубер.
Вот эти вот раз, два, три, 4 наносят урон, при этом Глэдис, она со 2 сезона, у нее урон, ну такой вспомогательный, не основной. Поэтому мы ставим кого-то одного из них, либо если у вас нету легендарных героев, также мы должны понимать, кто здесь наносит урон. Это у нас, например, Хегио, это у нас, например, Кейлс, это у нас, например, по-моему, еще вот Гитуна наносит урон, и вот это вот Мартина. Также у нас есть редкие герои, это у нас Велби хороший урон наносит. Так, а вот из этих я не знаю, честно не знаю, я ими не играл, я уже не помню. Какой-то из них тоже сравнимый урон наносит. Но Велби будет достаточно. И есть у нас те герои, которые вспомогательную функцию выполняют, то есть обеспечивают тому, кто наносит урон, усиление. Вам нужно понимать, как работает механика сбора, я ее здесь объяснять не буду в рамках, почитайте навыки, и вы поймете, да, как и что мы делаем здесь. Мы должны получать вот эти эффекты сбор, и, соответственно, эти эффекты сбор влияют на вот то, как сработает его основной навык, соответственно, сколько урона он нанесет. Поэтому мы к нему, к одному герою, который наносит урон, либо у вас, если их два будет, мы ставим вспомогательного героя. У сбора основной вспомогательный герой — это Ларентиль и Глэдис. Вот эти два героя. Если у вас первый сезон, тогда достаточно будет Ларентиля. Что он делает? Он дает здесь увеличение шанса критического удара на 40%, когда у него достаточно эффектов сбор, то есть как минимум 2. А если их 3, вот этих эффекта, то он еще дает увеличение критического урона. Это важно. Плюс ко всему, независимо от того, сколько у него сбора здесь было собрано, он всегда будет, видим, что когда союзники расходуют в нем эффект сбор, он создает там домен, ну то есть поле, грубо говоря, поле на всю площадь поля боя. Он увеличивает готовность их абсолютных навыков на 25%, то есть вот это вот число, да, допустим, 18 секунд, оно снизится еще на 25%, и это будет, ну, совсем мало. То есть там в районе 13 секунд, тем более, если у нас будет какой-нибудь сет кукольника, который я еще, правда, не одел. Ну и вот, мы выбираем доступного героя, наносящего урон, допустим, это Хуберг. Как я уже сказал, можно поставить Хегио, можно поставить вот Кейлс, можно поставить и вот этого, вот этого, вот этого. Они все урон, ну, такой нормальный наносят, я думаю, что он будет достаточно. Ну и, соответственно, это у нас Ларентиль, например. Ну, Глэдис у нас со 2 сезона, поэтому давайте поставим Алтон. Алтон тоже увеличивает урон, это тоже герой поддержки. Мы выяснили, да, что у нас за противник. Мы подобрали героев, которые подходят. Что мы делаем дальше? Мы их, естественно, одеваем. Соответственно, танк и герой поддержки, и герои школы, которые не наносят урон, а которые поддерживают основного героя, который наносит урон, мы их все одеваем во вспомогательное снаряжение. То есть и вот это снаряжение, и артефакты. Они все будут выполнять одну функцию. Давать ему жить и давать ему наносить максимальный урон. Не обращайте внимания на питомцев, в первом сезоне у вас их не будет. Они начнутся у вас с 2 сезона, то есть точнее с актуального. То есть после первого вы перейдете в актуальный, и они у вас уже будут. Питомцы — это, грубо говоря, ну, навык, дополнительный навык. То есть да, он визуализирован в виде, допустим, кота какого-нибудь там, либо голема, но по факту это дополнительный навык. Навык, он выглядит вот так вот, да, и плюс ко всему дополнительные характеристики для всей команды и еще характеристики, то есть усиления какие-то, в виде вот таких вот ромбиков. То есть это у нас называется таланты, они будут также усилять вашу команду. Например, вот союзники игнорируют 5% защиты врага. Сколько у него здесь защиты? Мы нажимаем на противника, нам показывают его характеристики. Защиты у него не так много. Почему? Это не 1600 немного, а просто у нас здесь будет артефакт. Например, это будет Вольтек. Нам все равно нужно ему точность собирать, чтобы он усиление и рассеивал, и чтобы ослабление накладывал. Поэтому мы ему собираем точность, и, соответственно, мы ему дадим один из самых основных артефактов этой игры. Он основной такой, базовый. Он есть в каждой команде. Он обязателен в каждой команде. Это останки ведьм. Этот артефакт дает точность, которая нам нужна. Также он накладывает штраф к защите 2 уровня на 10 секунд. То есть минус 60%. От вот этого числа мы уже смело отнимаем, и у него защиты будет совсем мало, соответственно, урон у нас вырастет значительно. Что мы делаем дальше? Мы, так как босс бьет сильно своим абсолютным навыком, да, по всем нашим союзникам, мы подбираем сет. Здесь есть сет вот такой вот доступный, это сет защитник. Точнее, защиты предков, вот. Он мало того, что носителю дает вот увеличение живучести, но он еще снижает получаемый носителем урон на 10%, при этом 15% урона другим союзникам перенаправляется на него. То есть как танк он будет от них 15% урона получаемого забирать на себя. И при этом сам на себя снизит урон на 10%. Поэтому мы, конечно же, ставим его. В дополнительных параметрах мы стараемся выбрать точность, чтобы ее было достаточно. И плюс ко всему какие-то параметры на живучесть. Например, очки здоровья, защиту, вот такие вот дела, да. Например, вот так вот. Здесь у нас есть руны. Они не сразу в начале сезона доступны. У меня они доступны, поэтому я их выбираю. Точности уже 264, то есть практически достаточно. Это значит, что мы можем здесь
фильтр поставить по основному параметру защита. Процентная защита всегда лучше, чем непроцентная. И поэтому мы стараемся вот этот основной параметр выбирать с процентами. То есть будь то атака, либо очки здоровья, лучше всего, конечно же, процентные. Они дают больше прироста к соответствующему параметру. Ну, здесь я думаю, что у меня живучести будет с запасом, поэтому я не заморачиваюсь насчет этих характеристик. Единственное, что в дополнительных я фильтр поставлю на точность. Все-таки точность я чуть-чуть больше доберу, чтобы она была с запасом. Это очень важно, чтобы он снимал, ну, почти гарантированно усиление босса. На перчатке мы также берем либо очки здоровья, либо защиту. Нас устраивают оба параметра. А на дополнительную, ну давайте, наверное, еще точность. Точность лишней тут не будет. Плюс ко всему, так как он накладывает ослабление, что мы делаем? Мы даем возможность ему усилить урон нашего ДД еще больше. В разных сезонах доступны разные вот эти мифические предметы с разными эффектами. Здесь у нас имеется вот такой. И здесь у нас, смотрим, каждый раз при наложении ослабления, а он их накладывает, да, штраф к атаке и штраф к точности. Носитель дополнительно увеличивает получаемый целью урон на 5% на 10 секунд, складывается до 2 раз. Нас это устраивает? Нас это устраивает. И точности мы берем уже с запасом. Ну а на остаток можно поставить, например, защиту и какое-нибудь ускорение навыков. Что-нибудь вот такое. Ускорение навыков влияет в том числе на боевой навык, то есть вот это время использования, оно уменьшается. Ну, то есть он чаще будет щит себе давать, что нас в принципе устраивает. Главного уронщика мы одеваем в его ключевые параметры. Да? Здесь у нас шанс крит удара и крит урон. Так как сбор, а точнее Хуберг конкретно за счет Ларентиля будет 40% добирать шанса критического удара, мы ему сильно много критического шанса не добавляем. Делаем где-то 60% в общем, да? И максимально добираем критический урон и атаку на остаток. Это вот таким образом мы подбираем... мы подбираем снаряжение. Ну и так как Хуберг бьет у нас по площади, видим, да? Урон зональный. Соответственно, вот такой мифический предмет на увеличение именно зональными навыками урона мы ставим. Вторым предметом можно поставить, например, увеличение урона... увеличение атаки. Вот такой вот эффект в этом сезоне у нас доступен. Единственное, что с фильтром я поставлю вот с шансом крит удара и, наверное, крит урон. Вот. Здесь у нас изменения показывают, тут довольно-таки хороший прирост. Перчатки мы выберем основной параметр на критический урон. Этот эффект для него не подходит. Это для другой школы, для школы призыва. У нас есть вот такие вот перчатки классные. Шанс крит удара видим большой, критический урон и отличный эффект по увеличению урона. То есть мы их добираем. Если у вас нету мифических эффектов, просто берете какой-нибудь из вот этих легендарных сетов. Если у вас первый сезон, если вы только начали играть, берите, допустим, вот такой сет. Почему он подходит для него? Потому что здесь, смотрите, что написано. Когда 3 единицы вот такого кусочка у нас здесь одеты, после использования абсолютного навыка в течение 12 секунд владелец наносит на 30% больше урона, и нас это полностью устраивает. Это сильный сет, поэтому можете брать его. Либо тот, который доступен у вас в сезоне, тоже из вот этих вот красных. То есть это для урона. Зеленые это защитные в основном, то есть, например, для танка, для какого-нибудь. Синий в основном для всех остальных. То есть для героев поддержки школы, либо для героев поддержки вот таких, которые лечат там, либо дают щиты, либо там всякие вот эти вот вещи делают. У меня здесь мифические предметы доступны, поэтому я выбираю атаку процентную как основной параметр. И на дополнительную характеристику я ставлю шанс крит удар. Вот эти эффекты мифические, они у нас здесь не складываются, они не дублируются. То есть поэтому нам нужно выбирать разные эффекты. Я, например, выберу вот этот, который увеличивает атаку. Ну и все, Хуберга я одел. Артефакт у него классовый, точнее артефакт школы, конкретно для героев сбор. Увеличивает урон. Хороший артефакт для них, основной параметр критический урон, он нам отлично подходит. Что мы делаем с Алтоном? Алтона мы одеваем так, чтобы он усиливал Хуберга. Он усиливает его своими навыками, но мы усиливаем еще за счет снаряжения его тоже. Для этого мы можем сделать как? У нас есть вот такой вот артефакт. Увеличивает урон на 10%. Мы его ставим. У нас есть вот такой сет, который увеличивает атаку, защиту и очки здоровья в зависимости от того, у кого они максимальные в команде. Соответственно, мы его ставим, и он атаку будет Хубергу увеличивать, потому что атака у Хуберга будет в команде самая высокая. Параметры, в принципе, не важны, но учитывая, что повышаемый параметр зависит от просвещенности, вы можете ставить просвещенности на максимум, чтобы он увеличивал эту характеристику еще выше. Тут у нас здесь в описании все указано. Ларентиль. Ларентиля можно одеть здесь вот так. У босса нету дополнительных каких-то особенностей, поэтому мы даем ему вот этот артефакт. Что он делает? Увеличивает на 10% героям дальнего боя атаку от атаки владельца, то есть вот этого оленя.
и, соответственно, он атаку будет отдавать Хубергу. Таким образом, мы строим любую команду. Мы всегда так делаем. В этой игре практически все команды работают именно так. То есть у нас практически вся команда работает, допустим, на одного, там, либо двух, либо трех героев, наносящих урон. И мы стараемся максимально его усилить. С помощью вот таких вот манипуляций с артефактами и сетами, снаряжениями. Здесь есть вот такой сет, который от усилений увеличивает атаку. Нас это полностью устраивает. Есть еще вот такой мифический предмет. Он будет усиливать абсолютный навык следующего, кто его использует после использования носителем в течение 3 секунд. То есть сначала использует Ларентиль, если в течение 3 секунд еще будет использовать Хуберг, вот этот вот, который у нас урон наносит, то он будет увеличен урон его на 20%. Это нас устраивает. Ну а на основной параметр лучше, конечно, атаку, чтобы он отдавал атаки с помощью этого органа еще больше. Есть у нас еще Натаниэль. Мы ему можем дать вот этот артефакт. Почему мы его даем? Если у нас живучести хватает, то мы должны усиливать урон. Мы таким образом делаем всегда. Если в команде живучести хватает, мы пробуем тогда снижать живучесть, но повышать урон. И поэтому я предлагаю ставить вот этот рок-артефакт, который будет при лечении увеличивать до 15% урон. Это хороший артефакт, и мы его берем. Ну а насчет сета. Тут, в принципе, мы уже все поставили. Можно ставить, в принципе, любой. Единственное, что Натаниэль у нас дает щиты, а у нас есть вот такие вот мифические предметы с таким эффектом, которые увеличивают еще урон, когда он будет накладывать щиты. Основной параметр у него просвещенность, как я уже сказал. Чем больше просвещенности, тем толще щиты, которые он дает. Но при этом просаживается его живучесть, да? Щиты толще, но у него защиты как бы не растет от того, что он щиты толще раздает. Что мы можем ему дать еще? В принципе, не важно, но можно было бы поставить, например, вот такой эффект, который увеличивает просвещенность еще больше, да? Давайте мы, в принципе, так и сделаем. Здесь мы можем поставить наверх. Есть какой эффект у нас? Ну, прям таких подходящих уже больше нету, которые усилят нашу команду еще больше. Такого нету. Но так как вот, допустим, вот этот сет дает ускорение навыков 20 единиц, мы можем поставить его. Лучше, конечно, было бы на дополнительную характеристику просвещенность выбрать, но оставим как есть. Итак, мы собрали команду. У Натаниэля есть особенность, что у него лечение и рассеивание ослабления. Ну вот рассеивание нам не нужно, но лечение у него происходит вокруг него. Видим вот по этой площади. Значит, мы должны расставить наших союзников по такой же площади, чтобы он их доставал. Ну вот, допустим, вот так, да? Либо, допустим, вот так. Единственное, что у нас Вольтек побежит вперед, и Натаниэль его не достанет. Ну ничего страшного, я думаю, что ему вот этого лечения вот с этого хватит. Итак, у нас есть таланты, да? Еще есть таланты. Ну, вы можете их прочитать, тут, в принципе, все понятно. И подбираете, например, Натаниэлю, чтобы он лечил сильнее, да? Чтобы лечение усиливалось, Если у вас лечения хватает, но вам не хватает снижения урона, и у вас герой дальнего боя, можно брать вот такой талант на уменьшение урона. Здесь вы можете, в принципе, сами разобраться, тут ничего сложного. Также можете подсмотреть у других, какие таланты они ставят. Наборы талантов у героев ДД, да, они разные в зависимости от того, что за школа, то есть, да, они меняются. И оптимальные в основном одни и те же. То есть просто берете, допустим, с телеграм-групп каких-нибудь, с видео про команды, сбора, например, либо какой-то другой школы, и смотрите, какие таланты им ставят. И в основном эта сборка, она практически всегда одинакова. Поэтому здесь я ничего объяснять не буду, оно как бы есть и есть. Это уже приходит со временем, когда вы запоминаете, какие им обычно ставят и почему. Это если я буду объяснять. Это еще на час увеличит хронометраж видео. Я снимаю пробуждение, если вы не знали, здесь пробуждение можно снимать. Чтобы показать вам, как играют именно герои базовые. Обращу внимание, что танку я здесь не прокачал никаких талантов. Попробуем справиться так. Думаю, что должны справиться. В зависимости от того, хватает вам живучести либо нет, мы ставим либо ауру на увеличение максимальных очков здоровья, либо ауру на критический урон. Это у нас здесь питомец, на него можно не обращать внимания. По-моему, я его не могу отсюда убрать, да? Не могу, нет, не могу. Либо в конец списка как-то пролистать. Ну ладно, есть и есть. Есть и есть. Итак, наконец-таки, давайте перейдем к таймингам. Я вам показывал вот этот вот цикл. Почему нам это все расписывают? Зачем нам эти секунды знать, да? Нам можно было поставить просто показать порядок использования, и мы бы как-то с этим работали. Нет. Здесь не просто так указаны циклы и вот эти вот отрезки. Мы должны знать время, когда он что использует, для чего. Чтобы мы могли прописать тайминги.
Тайминги у нас служат одной цели. Во-первых, это точное использование в нужный момент навыков. Во-вторых, это автоматизация процесса, чтобы нам не приходилось каждый раз делать это вручную. И для того, чтобы эти тайминги использовать, точнее ставить правильно, да, мы должны понимать, во-первых, какое у нас время перезарядки у босса, когда он что использует, да, и когда нам нужно, допустим, снимать усиление его, и когда нам нужно подлечивать, то есть увеличивать живучесть нашей команды, либо накладывать щиты, ну вы поняли, я надеюсь. Поэтому тайминги мы должны знать. Так как у босса главный тайминг это вот здесь, когда у нас он усиление накладывает, то есть вот на этом промежутке, нам желательно их снять. У нас большое окно, и вот перед этим, перед тем, как он будет бить, нам нужно наложить Натаниэлем и щиты, и усиление защиты. При этом мы должны учитывать, что... Так, сейчас не туда полез. У Вольтега вот это вот штраф к атаке идет на 10 секунд накладывается, если мы снимем все усиления. Соответственно, мы должны ему прописать тайминг, чтобы он ходил не раньше, чем вот эта вот отметка. Потому что... Ой, не вот это, точнее, а где-то вот здесь вот. То есть не раньше, чем 8 секунд. Потому что если он сходит хотя бы чуть раньше на 1/10, то штраф к атаке спадет до того, как наш босс ударит своим самым сильным навыком. Я вам это объясняю для того, чтобы вы теперь поняли, почему я, допустим, ставлю. На 6 секунде босс накладывает усиление, да? А на 18 использует свой навык. Что мы здесь тогда можем прописать? Базовое использование у него, то есть начальное на старте боя, 11,8 секунд. Соответственно, раньше он не сможет использовать свой навык. Поэтому мы спокойно прописываем ему 12. Так как он накладывает на 10 секунд штраф к атаке, соответственно, он продлится до 22 секунд. А цикл у босса 18. Соответственно, нас все устраивает. И повторное применение. Что вот это за... столбец. То есть, когда он и будет использовать его снова. Так как у босса, как я уже 100 раз сказал, 18-секундный цикл, то, получается, нам нужно, чтобы он повторял снова и снова это вот действие через каждые 18 секунд. То есть, он будет каждый раз снимать усиления где-то вот здесь, да, на 12 секундах. Он будет снимать здесь вот эти вот два усиления. И будет снова и снова это повторять. То есть босс будет бить нас каждый раз без своих усилений. Ну, конечно, если он их снимет, потому что здесь все-таки шанс не 100%. Дальше мы, допустим, Натаниэля. Мы можем его использовать 11.4. Ну, допустим, мы так и поставим. Мы можем даже не прописывать. Пускай оно так и остается 11.4. Когда ему повторять? Также через 18 секунд. У команды сбора время здесь другое. Во-первых, у них изначально оно коротенькое, да? Во-вторых, как я уже сказал, Ларентиль, вот этот олень, будет еще на 25% их ускорять. Соответственно, мы можем поставить им цикл не 18 секунд, мы не привязаны здесь к навыку босса, а мы поставим, например, пускай будет 15. Как мы выбираем порядок? То есть, кто первый, кто следом, кто следом. Мы выбираем так, что ходить должны в порядке усиления нашего главного ДД, вот этого. Если этот усиливает его, соответственно, он ходит раньше. Если этот усиливает его, значит, он ходит раньше, чем он. Какой порядок между ними? Мы уже смотрим вот поэтому. Если вот этот вот ускоряет на 25% набор энергии, да, соответственно, он ходит первый, чтобы это ускорение тоже получил. Потому что Алтон, он только увеличивает урон. Поэтому, что мы здесь пишем? У него здесь начальная 12, да? А мы ему пишем тогда, не ему точнее, а вот им. Ему, например, пишем 10, у него, по-моему, 10, да, 9,7. А ему пишем 11. А ему уже тогда 12. Мы могли бы ничего не писать, в принципе, мне кажется, они бы справились и так. Ходили бы по очереди. Когда у вас появятся питомцы, учитывайте тоже навыки, да, что они с задержкой здесь срабатывают. Ну и можете также прописывать. Когда у вас вот этот цикл у ваших героев, которые урон наносят, не совпадает вот с этим минимальным числом 18 секунд, то просто ничего не ставьте, оставляйте как есть. Единственное, что время начала, нет, в принципе, да, без разницы. Они все равно будут съезжать между собой, да, потому что у этого 18 секунд цикл минимальный, а у этих где-то 15, даже бывает 13 секунд, так как они там разгоняют друг друга. Ну вот и все, мы прописали тайминги. И давайте посмотрим, как это происходит в бою. Наконец-таки доберемся до боя. Мы ничего, видим, не трогаем, да, они по таймингам по своим ходят, которые мы прописали. Вот у нас первый олень, он дал свое усиление. Здесь уже Натаниэль ходит, то есть дает щиты, дает усиление защиты, чтобы мы получили меньше урона. Затем у нас Алтон, затем Вольтек снимает с босса усиление, накладывает штраф атаки и, соответственно, Хуберг бьет. Видим, что урон проходит очень-очень высокий. И Вольтек кое-как справляется. Ну, если бы я ему таланты вкачал, да, и там чуть улучшил снаряжение, то проблем бы, в принципе, не возникло.
И это просто действие повторяется снова и снова. А вот тот самый эффект у босса, который я говорил, он съедает максимальное здоровье. Видим, что вот эта серая полоска, это то, что он снял. Ну и Вольтек здесь, к сожалению, без талантов. По-моему, сейчас умрет. Нет, еще не умер. У нас снаряжение хорошее, поэтому мы успеваем его добить. Сейчас за третий цикл. Вот он сейчас ударит. И вы, как неопытные игроки, да, наверное, ошибку мою не заметили. Сейчас я вам ее покажу, чтобы вы понимали. Они успешно прошли, без каких-либо проблем, с первой настройки, да? Какую ошибку я здесь сделал? Здесь у Вольтега 18 секунд, а у них 15 секунд. Они наносят урон, а он что делает? Он накладывает тот самый разлом того самого очень важного артефакта, да? То есть снижает сильно очень защиту. И получается, что он накладывает этот штраф к защите боссу тогда, когда они не бьют. Соответственно, они бьют не по этому снижению защиты. И урон, соответственно, у них становится гораздо меньше. И времени на то, чтобы его пройти, нам требуется больше. Ой, поэтому. Как действует этот артефакт? Этот артефакт действует не со 100% вероятностью. Здесь только 60%. На кого мы его одеваем? На того, кто делает наибольшее количество ударов со своего абсолютного навыка. Этот разлом накладывается, штраф защиты я имею в виду, когда владелец использует абсолютный навык для нанесения урона врагам. Только в таком случае. Если владелец не наносит никакого урона, либо делает, допустим, это один раз, то шанс наложить вот этот штраф к защите, ну, маленький, довольно-таки маленький. Поэтому, плюс ко всему, тайминги я вам показал, да, они не подходят, чтобы они били именно по штрафу защиты. Соответственно, мы читаем навык Алтона. Усиливает героя на 10 секунд, и в течение этого времени каждые 2 секунды случайного врага выстреливает одна сфера. Это значит, что он 5 сфер будет делать. Но мы читаем здесь, интервал стрельбы сферами уменьшен до 1 секунды. Это значит, что он будет делать 10 выстрелов. 10 выстрелов. Нам этого вполне достаточно для того, чтобы этот разлом наложить. Плюс ко всему, Алтон у нас ходит вместе с нашим главным Хубергом. То есть каждые 15 секунд. Но у Алтона, если вы заметили, это происходит с задержкой. Каждый удар идет каждую 1 секунду, да? Ну, либо 2 секунды, в зависимости от того, какое количество сбора у него было на момент применения. Это значит, что ему надо дать время, чтобы он этот разлом наложил наверняка. То есть сделал достаточное количество ударов. Это значит, что лучше тайминг сместить Хубергу подальше. То есть дать Алтону времени побольше отстреляться. И наложить, соответственно, разлом. И чтобы Хуберг уже точно бил по разлому. Ну, давайте поставим 15 секунд. Он там будет бить 10 секунд целых, да? Соответственно, 10 секунд интервал у нас есть. Но 10 это слишком много. Давайте 4. Обычно достаточно. Там 4, там 5 секунд. Бывает даже 3-2 тоже достаточно. Но мы сделаем с запасом 15 секунд. Дальше мы что делаем? Перевешиваем просто артефакты. То есть ему мы даем вот эти рога, а ему мы даем вот этот вот разлом. Единственное, что точности мы ему не собирали, поэтому давайте мы ему соберем точность. Неважно, какая там будет характеристика, это абсолютно не важно. 307 точности, и плюс ко всему со связи стихий он получит еще 50. Нас это устраивает. И давайте посмотрим, за сколько мы справимся сейчас. Мы сохраняем эту схему, потому что она более качественно настроена. И давайте посмотрим. Первый бой у нас понадобилось 3 цикла для того, чтобы одолеть босса. Давайте посмотрим, насколько лучше получится сейчас. Видим, разлом уже наложился. Мы статусы вот эти можем проверять вот здесь. Вот он, штраф в защите минус... 50%, я думаю 60, 50%. И вы посмотрите, он уже половину здоровья отнял. Но почему Вольтек, он же танк, умер? Обратите внимание. Потому что штраф к атаке, по-моему, не наложился. И плюс ко всему, он не снял вот это усиление. Соответственно, урон у босса был гораздо выше, чем должен быть. Соответственно, мы просто переигрываем бой. Еще раз покажу, да? 50 плюс 25. 75% снять шанс, снять усиление. Много точности, да, но шанс не стопроцентный, получается вот так вот. У нас в талантах тут есть игнорирование сопротивления, но шанс, увеличения именно шанса нету на снятие. Поэтому просто переигрываем. И если в первый бой нам понадобилось, по-моему, 40 с чем-то секунд, то сейчас, я думаю, мы справимся менее чем за 30. Вот смотрите.
Опять он не наложил штраф, потому что не снял все усиления. И мы сейчас опять умрем. Ну вот такая вот специфика танка. Тут вся проблема в том, что у него не стопроцентный шанс. Но мы, кстати, можем и успеть. А ну-ка. Да, мы успеваем. А нет, не успеваем. Или успеваем? Да, успеваем. Кое-как мы успеваем. Даже без танка, потому что вампир у нас такой специфический противник, да, который бьет медленно. То есть одним ударом, грубо говоря, вот этим основным. И здесь у нас уже 35 секунд. То есть мы за 2 цикла справились, хотя до этого били за 3. Ну и мы можем теперь вот так вот повторять бои, да, сколько у нас хватит хлеба. Ой, я надеюсь, подробно и доходчиво объяснил, да. Я не вдавался уж прям в супер такие подробности про таланты, там вот это вот все. Про саму механику, там, допустим, героев поддержки, да, но здесь вы можете прочитать все это, что если у нас 2 либо 3 героя поддержки, то, соответственно, дается щит либо в 10%, либо в 15%. У нас здесь их 2. Соответственно, мы получаем... Ой, вот 2. Поэтому мы получаем только 10% щит. Ну, а у сбора такая вот специфика. И, соответственно, навыки вы тоже можете почитать, чтобы больше углубиться. Что могу сказать в конце, да, то что, ну, невозможно здесь играть, пока вы всего этого не знаете. То есть специфику самого противника, специфику своих героев, да, основные команды, там, самых сильных героев, то есть это придет со временем. Вы, главное, не пугайтесь, потому что, ну, мы тоже с первого дня, знаете, не узнали все это. Это приходит со временем, я вам скажу, что это интересно узнавать. Главное не перегорать и не переусердствовать, чтобы отвращение к игре не появилось, потому что игра довольно-таки неплохая, даже... Ой, с учетом всех минусов, которые в ней есть, а их здесь предостаточно. В любом случае, если прям совсем что-то непонятно, всегда можно обратиться к каким-нибудь вонючим блогерам, которые ведут и телеграм-группы, да, и комментарии иногда читают к видео, где можно показать там, допустим, своих героев и спросить какой-то вот... Вы попытались разобраться, но не смогли. И вот что-то спросить вы всегда можете где-нибудь вот в таких группах. Показать свою команду, показать героев, показать проблему. И, как вы знаете, в диагностике какой-нибудь машины либо устройства, да, мы как диагносты посмотрим, что у вас происходит, и примерно определим причину и подскажем вас, что у вас не так. Но прежде чем спрашивать что-то, да, попробуйте изучить особенности, потому что без этого мы вам ничего не объясним. Здесь, ну, необходимо просто изучать вот эти вот все нюансы, иначе понять вам будет сложно, что не так. Ну и, соответственно, здесь есть, конечно, какие-то подсказки, какие у нас усиления, да, в бою происходят. И, соответственно, есть вот на разные подземелья, у нас здесь есть рекомендуемые составы и история, ну, рекомендуемый он так себе, конечно, но вот история прохождения мы здесь что-то подсмотреть можем. Правда, чаще всего здесь довольно-таки, ну, редкие и прокачанные сильно герои указываются. Хотя здесь видим, что неплохая даже история, довольно-таки бюджетная. И вот представляете, это один из самых простых противников, а сколько времени ушло на то, чтобы его объяснить. И вот представляете, сколько здесь противников, каждый со своими нюансами, и сколько здесь героев, каждый со своими нюансами. И это все необходимо со временем изучать. Я вот, допустим, основные особенности здесь уже у всех этих боссов помню. И только из-за этого мне здесь довольно-таки легко справляться. То есть я даже не залажу, никуда ничего не читаю, потому что я... Ну, как вот знаки, да, на дороге, когда долго водишь, там много водишь машину и часто на улицах проезжаешь, то ты уже запоминаешь. И уже машинально выполняешь те требования, которые там есть, даже не вспоминая их. Также учтите, что, допустим, вы используете код команды. Это вот эти вот, я имею в виду, коды. Вот эти коды, которые вот здесь вот код мы вводим. Вам будет выдаваться результат, если вы его применяете у себя, сохраняете, то снаряжение подбирается автоматически. Но практически в 100% случаях нужно это снаряжение перебирать, потому что тип снаряжения он поставит, но он может не учесть нюансы с требуемыми характеристиками от этого снаряжения. Поэтому на это надо обращать внимание, когда вы вставляете код, и вам здесь высвечивается команда, тыкайте на иконку персонажа, и он покажет вам всю информацию. И вы сможете увидеть, что здесь собрано, сколько защиты, сколько ускорения навыков, сколько точности, сколько сопротивления. Это все имеет значение. Сколько максимальное здоровье, у кого здесь самое большое здоровье в команде, у кого минимальное, там вот это вот все. Это может влиять на ход боя. И на это обращайте внимание. Потому что слепо применять вот эти коды не получится. Плюс ко всему, эти коды не делают расстановку, которая нужна. А расстановка очень часто влияет тоже очень сильно на ход боя. Ой, ладно, и так уже затянул. Давайте-ка закругляться. Это был один пример. Это был очень простой противник. У нас есть воронка времени. Мне кажется, я на нее часа 2 бы потратил, прежде чем что-то объяснил. Ладно, может быть, как-нибудь еще и до этого дойдем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.